got to have it. You don't have to have a lot of money, all you got to have it. You don't have to have a lot of money, all you got to have it. You don't have to have a lot of money, all you got to have it. You don't have to have a lot of money, all you got to have it. You don't have to have a lot of money, all you got to have it. Привет! Вот у нас есть две новинки. Xiaomi черная Акула 3 и Nubia красная магия 5G. Забавно, да? Как-то по-русски звучат эти названия. На самом деле, если выбирать между ними, по крайней мере, попользуючись обоими телефонами, выбор на самом деле очевиден. Но мы все же попробуем подойти максимально объективно и сравним их. Так что Xiaomi Black Shark 3, Nubia Red Magic 5G, fight! Начнем мы с банального и пойдем по нарастающей, постепенно повышая градус, с комплектацией. К сожалению, оба телефона идут без всяких профильных штук, таких как беспроводные док-станции и все такое, это все дело нужно докупать отдельно. Во-первых, разные блоки питания. В маленьком Black Shark идет зарядка на 30 Вт, а в Nubia на 55, почти в 2 раза мощнее. Ради справедливости у Black Shark 3 Pro совсем взрослая зарядка на 65 Вт. Но зато в коробке от Black Shark можно найти наклеечки и чехол, и если на первый еще можно забить, то второй крайне желательно. Оба телефона просто супер скользкие и в играх реально с чехлом удобнее. По исполнению, по материалам прям однозначного победителя трудно выделить. Оба телефона это увесистые бруски плюс-минус 220 грамм с алюминием на рамках и стеклом спереди и сзади. Субъективно, чисто внешне мне больше нравится Red Magic, но зато у Black Shark сзади все как-то более симметрично расположено и более гибко можно настроить мигание диодов на задней крышке. И к тому же их 3 вместо 2 у Red Magic. Размеры, почти одинаковые, как обычно сравним на e-каталоге. Третий Black Shark на ничтожный 0,1 мм больше Nubia, шире на 0,7 и толще на 0,6. Тактильно, если у вас линейка там какая-то в руки не встроена, это вообще не ощутить. Black Shark 3 Pro уже более монструозный, он на 10 мм выше и на 5 шире. Ну и то, что эти телефоны объединяет. Все они поддерживают Wi-Fi 6, 5G для нас, правда, это пока не актуально. Лоток сим-карты везде просто, на 2 сим флешку не поставить. Ну и в обоих телефонах нас ждет обламинго с влагозащитой. По удобству, большеватый, конечно, но прямо на грани. По сравнению с моим Galaxy S20, прям лопаты. Например, тот же Black Shark 3 Pro уже точно в карман хрен уберешь. Экраны в обоих случаях AMOLED, 6,65 дюйма у Red Magic, 6,67 дюйма у Black Shark. Спереди телефону вообще почти не отличить. Ощутимые рамки снизу и сверху, никакой безрамочности, но тут это даже в тему. Но по яркости Black Shark тащит. При авторегулировке у него максимальная яркость 1000 нит, а у Red Magic 600. Это, конечно, актуально только если, к примеру, там играть на солнце, но разница все равно очень ощутима. Тут Red Magic не сдается, он припрятал туз в рукаве. Яркость яркостью, но частота обновления экрана у него 144 Гц. Это сейчас максимум на рынке телефонов, тогда как у Black Shark грустно уже 90. Для тех, кто считает, что все это маркетинг и глазами не заметить, это Mortal Kombat на 60 Гц. Это 90 Гц, а это 144. Видео снято в 120 кадров в секунду и замедлено, при этом режим на 144 Гц снялся, получается, не полностью, часть кадров, а именно 24 штуки, фотоаппарат заснять не смог. Но поверьте, наши с вами глаза в реальности куда более чутко все это видят, чем объектив фотоаппарата, а в играх, а у нас именно сравнение геймерских смартфонов, важна каждая деталь. Все было бы куда проще, можно было бы уже однозначно заявить, что Red Magic круче, но есть еще такая штука, как частота обновления сенсорного слоя. У Xiaomi она 270, а у Nubia 240. Разницу опять же можно увидеть только в замедленной съемке, чем меньше отдельных кружочков, тем чаще сенсор опрашивает данные. А на практике, если честно, отличий именно по этому моменту в играх я не увидел. Но и тут Nubia не сдается, ведь помимо экрана у нее на боковой грани есть сенсорные триггеры с частотой уже 300 Гц. Блин, вот это реально крутая штука. Несколько дней тестируя Red Magic, я уже настолько привык к этим сенсорным куркам, что потом берешь другой телефон и рука уже сама к ним тянется. Реально очень удобно. Есть два минуса, я уже говорил в обзоре Red Magic. Первый, когда потная катка, если руки начинают потеть, триггеры начинают работать как-то через раз. Второй, без чехла телефон скользкий и перехватываясь поудобнее тоже их часто задеваешь. Но насколько это удобно, просто мое почтение. Маленький Black Shark ничего не может предложить взамен, но тут старший брат Black Shark 3 Pro приходит на помощь. У него же механически выдвигаемые курки, в Ангу это будет еще удобнее, но про актуальность Black Shark 3 Pro мы обсудим немного позже. По цветам же, по углам обзора особо придраться не могу, и там хорошие экраны, они немного отстают по насыщенности от самсунговских AMOLED или от Mi 10, но в целом неплохие.
Что касается шима, тут неоднозначно. DC-диминг есть в обоих телефонах, но по пульсации Black Shark проигрывает однозначно. Даже с включенным DC-димингом у Black Shark на яркости 30%, шим в районе 70%, это овер до хрена. У Red Magic интереснее, на 144 Гц шим без DC-диминга не превышает 20% на всем диапазоне подсветки. На 90 Гц уже, конечно, больше, и при этом опция DC-диминга кардинально пульсацию не уменьшает. На камерах оба производителя особо внимания не заостряют, собственно мы тоже последуем их примеру. Набор камер примерно равен, основная там и там 64 мегапикселя, в Black Shark ширик на 13, в Red Magic на 8, и везде стоит еще по одному бесполезному модулю. Xiaomi сенсор для портретиков, в Red Magic 2 мегапиксельный макромодуль. Чисто субъективно показалось, что на Xiaomi все-таки получается немного более детализированные кадры, но в целом оба телефона подойдут там, наверное, для всяких социалочек, а на больше они, наверное, и не претендуют. Jowie 11 называется оболочка у Xiaomi и Red Magic OS у Nubia, и тут ребзя просто без вариантов, балл улетает красной магией. Независимо от выбранной герцовки, на Xiaomi интерфейс просто какой-то мега дерганный и лагучий, это во-первых. Во-вторых, если мы говорим про оба телефона китайской версии, Black Shark идет только с китайским и английским языком. В Nubia встроено уже несколько языков, в том числе и подобие русского. Подобие, потому что, переведено, наверное, 50%. В настройках попадаются пункты чисто на английском, но, наверное, лучше так, чем никак. Red Magic OS выглядит уже более полноценно, все плавненько и на 144 Гц, и даже на 90, в отличие от Xiaomi. Но не думайте, что тормозов нет. Есть. В основном при сворачивании и разворачивании приложений, причем не обязательно каких-то тяжелых игр, галерей, к примеру, или там просто контакты. Кстати, по поводу обновлений. За все время теста на Black Shark пока прилетело почему-то только одно, а на Red Magic уже 2. Неизвестно, конечно, что будет потом, но пока все вроде неплохо. Google сервисов с завода нет ни в одном телефоне, но они без проблем ставятся. Единственный косяк — в настройках Play Market так и пишется, что устройство не сертифицировано. Вибромоторчики примерный паритет, в обоих случаях они средненькие и по ощущениям застряли где-то году в 2018. Xiaomi в своей Mi 10 уже стоит куда приятнее. За стереодинамики с одной стороны можно отдать респект Black Shark, они у него сверху и снизу экраны направлены непосредственно на пользователя, в то время как у Red Magic верхний динамик тоже расположен по-правильному, а нижний зачем-то поместили на боковой грани, соответственно руками его бывает перекрываешь. Но зато на Nubia они громче процентов на 30 и чуть-чуть больше басов, у Xiaomi они почему-то тиховаты. Мы уже прилично так разогрелись, и пришел черед самого интересного — производительность, нагрев, тротлинг, но перед этим подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы прям вообще по-царски, и прожми лайк этому видео. Ну а чтобы полезное совместить с приятным, в этом видео мы, впрочем, как и всегда, разыграем Mi Band 4. Условия супер простые: лайк, подписка и комментарий. Все условия внизу, а мы переходим к железу. И там, естественно, 865 снэп. Оперативная память у Black Shark от 8 до 12 ГБ, у Red Magic от 8 до 16 ГБ, заявлена LPDDR5. Встроена от 128 до 256 у Black Shark и от 128 до 512 у Red Magic, заявлена UFS 3.0, но цифры мы дальше сравним. Ну и важная ремарка, оба телефона у меня были в конфигурации 8128. Для начала память. Оба телефона показывают примерно одинаковые цифры по встроенной памяти в районе 1100 мегабит в секунду, по оперативную Black Shark цифры скачут от 12 до 17, а у Red Magic показывают стабильно в районе 17. Но вот только на LPDDR5 что-то не похоже, скорее все-таки внутри стоит 4X, потому что на пятой цифры должны быть в районе 30 мегабит в секунду. Но а в этом тесте Black Shark вообще по всем показателям впереди, что-то в Nubia наковыряли с памятью. В Antutu Red Magic набирает чуть больше баллов, у него выходит где-то 590 тысяч, а у Black Shark 570, а в тесте на тротлинг наоборот. Тут небольшое лирическое отступление, ведь фишка Red Magic — активное охлаждение в виде кулера. С точки зрения восприятия это дает просто сразу плюс 10 очков ощущений геймерского телефона, но я уже говорил, на максимальных оборотах, а это 15 тысяч оборотов в минуту, он громковат. Если прислонять ухо к отверстию, то слышно примерно так. У Black Shark, естественно, никакого активного охлаждения нет, только пассивное, но если мы говорим про тест на тротлинг, оба телефона показывают себя просто идеально. При этом у Black Shark результат лучше. В среднем у него 245 гигафлопс при потере производительности в 10%. У Red Magic по 200 и потери 7%. При этом у Nubia есть зависимость от кулера. При его использовании результат уже выше, но все равно чуть ниже, чем у Black Shark. По нагреву 48,5 градусов с самой горячей точки удалось раскочегарить Black Shark. Red Magic чуть прохладнее, у него 45 градусов.
Но это без кулера, а с кулером чуть по-другому, он реально убирает пару градусов, при том же тесте получилось уже 42-43 градуса, что относительно Black Shark составляет разницу 5 градусов, что вообще-то прям существенно. А теперь по играм. С точки зрения FPS разницы между телефонами практически нет. Независимо от игры, будь то PUBG, Call of Duty, в общем игры, у которых предел в 60 кадров в секунду, там разницы нет. В зависимости от сцены в играх FPS держится стабильно на уровне 55-60, но суть в чем? У Black Shark экран только на 90 Гц. Это значит, что, к примеру, любите вы играть в танчики, да только загвоздка. Если на Red Magic ты можешь выбрать между 30, 60 и 120 кадров, на Black Shark только 30 и 60. Поддержки 90 кадров у этой игры просто нет, и таких примеров много. Конечно, игр на 144 Гц пока прям супер мало, из тех, что знаю, Real Racing 3, ну и Mortal Kombat мы его уже с вами видели. И на самом деле ощущения от 144 кадров прям очень крутые. Если честно, выбирая между 90 и 144 Гц, я бы однозначно дал предпочтение экрану с большей герцовкой. Хотя бы потому, что покупая телефон на несколько лет вперед, наверняка за это время индустрия тоже продвинется, и игр с такой поддержкой появится просто больше. Но еще раз, если мы говорим про обычные игры с ограничением в 60 кадров, разницы по FPS вы не найдете. Shadowgun Legends как тормозила, так и тормозит на обоих аппаратах, просаживаясь с 60 до 30 кадров. Впрочем, как и такие порты, как Bally. Они тоже имеют просадки до 30 кадров, правда версия игры немного модифицированы, так что тут можно списать на кривую оптимизацию. Естественно, при такой производительности хочется, чтобы у тебя и телефон как можно больше каток тоже мог отыграть, и по цифрам Xiaomi чуть впереди. У нее аккумулятор на 4720 мАч, а у Nubia на 4500. И тем удивительнее оказалось видеть, что Nubia не стала аутсайдером. Цифры такие. На максимальной яркости Black Shark 3 в Shadowgun Legends за 1 час разрядила телефон на 27%, а Nubia на 24%. В обоих телефонах была выставлена частота обновлений в 90 Гц, что в общем-то именно в этой игре не актуально, так как у нее максимум показывает 60 FPS. Полностью же Black Shark сел за 3 часа 45 минут, а Red Magic, что удивительно, проработала даже на 12 минут дольше. Ну и просто ради интереса, на частоте обновления 144 Гц уже с включенным кулером в той же самой игре при таких же условиях Red Magic сел за час уже на 31%. Ну и тут же сразу определимся по стоимости. Black Shark в базе можно купить за 500 баксов, Red Magic за 540, ну и замахнемся еще на Black Shark 3 Pro, его можно купить за 675 баксов. Ну и подведем итоги, чем хорош Black Shark. У него, во-первых, ярче экран, вместо 600 нет, у Red Magic у него показывается 1100. Он стоит на $40 дешевле, если мы берем базу. В комплекте есть чехол, и поверьте, он тут просто необходим. Динамики расположены по православному на тебя, это как плюс, но они чуть тише. И в тесте на тротлинг и память он показывал чуть лучший результат. Чем хорош Red Magic? Сенсорные триггеры просто офигенная штука. Второе. Активное охлаждение, соответственно, меньше нагрев корпуса. Под вопросом, конечно, остается надежность и долговечность такого решения, ведь любой кулер со временем забивается всякой пылью и его нужно чистить. А как это сделать тут? Вопрос. Экран 144 Гц, а соответственно и поддержка игр с частотой 120 Гц. Честно, по совокупности всех факторов, по плавности работы, по общему восприятию, Nubia для меня однозначно впереди. Поиграв на триггерах, забыть про это уже просто невозможно. Да, ты скажешь, что можно купить Black Shark 3 Pro, у которого механические триггеры, и будешь частично прав. У него и диагональ побольше экрана 7,1 дюйма и разрешение Quad HD, и триггеры механические, они должны быть точно удобнее сенсоров, но, во-первых, тебе нужно доплатить будет еще 135 баксов к цене Nubia, и во-вторых, да простят меня Xiaomi, это все равно будет Black Shark с этим вот немного тормозным интерфейсом, с экраном в 90 Гц, который через пару лет уже может быть не так актуален. Так что для себя я выбор сделал. Пока не вышел третий ROG Phone, мой фаворит при всех его недостатках Nubia Red Magic. Его можно взять на пару лет вперед и спустя пару лет точно знать, что когда игры будут уже там по 120-140 FPS, он их точно будет тянуть. Блин, вот попользовавшись этими двумя телефонами, теперь по-особенному понимаешь, насколько Samsung S20 на Exynos в плане игр просто супер ущербный телефон. А теперь устроим холивар в комментах, пиши в комментарии, какая модель тебе больше понравилась и почему, и обязательно отставь свою точку зрения. А на сегодня все, всем высоких FPS и до встречи в следующих видео. Пока!